Приветствую вас на канале Техревизор. Сделал рейтинг недорогих игровых наушников на 2024 год с ценником от 2 до 5000 рублей. Подобрал 6 моделей под разные предпочтения. В этом топе есть и совсем бюджетные модели, например, ребенку на подарок, и что-то посерьезнее подростку на пробу или для себя. Для того, чтобы без серьезных затрат получить возможность погружаться в игры, отвлекаясь от мира. При этом же важно, чтобы и звучание было не как в бочке, и чтобы через микрофон можно было понятно общаться с тиммейтами. И чтобы сидели наушники удобно. В общем, для бюджета в 5000 рублей немало критериев. Скажу сразу, не все участники в них уложились, но все-таки из чего выбрать найдете. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 6-м месте топа у меня Defender Shadow. Наушники за несколько тысяч рублей на случай, если никак не хочется брать обычные внутриканальные уши. Ну или недорого удовлетворить очередную хотелку ребенка. В общем, тут все проще некуда, просто проводные полноразмерные наушники. Хотя со стороны выглядят даже довольно-таки солидно в черном цвете, как будто не 2000 рублей стоят. Но взяв в руки, конечно, становится понятно, в чем подвох. Сделаны они из простейшего пластика, который издает звуки при скручивании и очень хрупкий для падений со стола. Полностью наушники, само собой, не разлетятся, у них основание все-таки металлическое, но что-то треснуть может, плюс к тому амбушюры из какой-то там протеиновой пены. На ушах небольшой головы ощущаются мягкими, приятными. Только летом в них потеют уши, а сами по себе живут они недолго, так как начинают трескаться. Да и шумоизоляции особой не создают. Ну, в целом, за пару часов игры наушники ничего не сдавливают и не натирают. Правда, весят немало, 540 грамм. Поэтому может быть тяжеловато первое время, но звучание оправдывает хотя бы какую-то часть этого пластикового недостатка. Да, особо чистым его не назовешь, и позиционирование соперника не самое точное среди взрывов, стрельбы и спецэффектов, но это точно в разы лучше, чем какие-нибудь дешевые ушные затычки с Алиэкспресса. Только вот еще микрофон особо не похвалю. Да, он удобный, гибкий, но все-таки лучше общаться с Тимой, когда в комнате полная тишина, без лишних разговоров, чтобы телевизор не работал и на улице никто не шумел. Тогда команда только спасибо скажет. На 5-м месте Affotech Bloody MR710. Наушники, которые я бы тоже посоветовал купить ребенку, если он уж сильно хочет. Они все-таки вон какие яркие, с подсветкой, видно, что игровые, хотя понятно, что не в этом суть. Тут прямо с порога радуют возможностями подключения. За 5000 рублей есть и Bluetooth 5.3, и Wi-Fi свисток, и классический провод с мини-джеком на 3,5 мм. По звуку, правда, особо без сюрпризов. По проводному подключению я бы назвал звучание самым насыщенным. 50-мм динамики дают неплохие басы, которых иногда бывает даже слишком много, но при желании можно подкрутить в эквалайзере. Позиционирование в играх в меру, но не идеальное, шаги врагов теряются в зарубе, так что закончить раунд ножом в спину вообще не последний по вероятности сценарий. Шумоизоляция здесь тоже не на высоте, трактор за окном или телевизор в комнате будут на одной волне. А вот микрофон неплох, выдвижной, с индикатором и шумоподавлением. Для общения с Тимой самое то. А что по автономности с этим блютузом и радиоканалом? На одном заряде уши могут протянуть около 37 часов с подсветкой и до 65 без. Для бюджетных наушников вполне прилично, но стоит учитывать, что со временем батарейка деградирует и теряет в автономности. По комфорту MR710 не подкачали, весят 335 грамм, амбушюры мягкие, но не слишком большие. Для крупноголовых они могут показаться тесноватыми, даже если по максимуму подогнать оголовье. Но для детей и подростков подойдут без проблем, так чтобы ничего не давило и не болело. Только вот корпус Bloody тоже сделан из бюджетного пластика, так что если упадут, не факт, что переживут это безболезненно. На 4-м месте Edifier G2 второй ревизии. Бюджетные, около 3000 рублей. Тут, конечно, нет множества вариантов подключения, только USB, из-за чего подружиться с приставками не получится. Но зато у них сопротивление в 2 раза выше, 32 Ома. Это делает звук чище и приятнее, даже с наушниками в несколько раз дороже посоревнуются. Тут надо отдать должное более-менее адекватной реализации низких частот и объема от виртуального 7.1. За такие деньги тут вообще не ожидалось чего-то подобного, так что в играх и спецэффекты и саундтреки звучат поярче, чем у прошлых двух участников. Это все-таки Edifier, в мире акустики им можно доверять. В руках ощущаются приятно, хотя полностью пластиковые.
Пластик простой, скрипучий, но лучше, чем у тех же Defender Shadow даже на вид. Прочность на уровне, в их жизнь после падения я еще поверю, хоть и не пробовал. Но бить об стол все равно не советую. А еще они легкие, всего 266 грамм, так что на виски и уши точно ничего не давит. Хотя есть нюанс, амбушюры из кожзама могут заставить ваши уши немного попотеть в долгих сессиях. Не для всех это критично, но все-таки имейте в виду. Ну а теперь к микрофону. Если вкратце, то тут все достойно, особенно за такие деньги. Он старается не улавливать лишний шум, лай собаки или кипящий чайник. Правда, получается это у него только если все происходит хотя бы у соседей, но никак не у вас в квартире. Но из плюсов его можно отсоединить, когда он не нужен, чтобы не мешался. Актуально при прохождении какого-нибудь сингла, где связь никак не нужна, а чтобы болтался этот аппендикс тоже не хочется. На третье место рейтинга я поставил Logitech G435. Это единственные наушники, которые можно найти до 5000 рублей именно у Logitech. И все-таки фанатов с доверительным отношением у этого бренда немало, и почему бы не рассмотреть уши от кого-то посерьезнее. Тут у логов тоже получилось вместить 3 типа подключения – USB-провод, Bluetooth и Wi-Fi. При этом здесь по сравнению с Bloody нет такого контраста по звучанию между проводным и беспроводным типом подключения. По Bluetooth так вообще задержка минимальная, вообще не проблема поиграть в какой-нибудь сингл так, чтобы сэкономить зарядку. Только вот батарейку они держат недолго, до 18 часов. Но заряжать придется 1-2 раза в неделю, это не так уж и страшно. Тут главное, что у наушников такой, если можно сказать, теплый звуковой профиль с басами и DTS, поэтому позиционирование в зарубах заметно лучше. Отсюда же и диалоги, и инструменты, и фоновые саундтреки звучат неплохо. Единственное, невозможно настроить звук в эквалайзере. Но стоковая настройка хороша, большинство дорабатывать ничего не захочет. Тут шумоизоляция еще толком никакая, как и у всех прошлых участников, но хотя бы объясняется тканевыми амбушюрами, в которых не так жарко сидеть по полдня. Но в этих наушниках в целом довольно удобно, оголовье не давит, весят вообще как пушинка 165 грамм. Хотя хлипковатый пластик, конечно, дает о себе знать и все-таки заставляет юзать наушники аккуратно даже во время регулировки. Ну и еще свою долю внесли встроенные микрофоны. В какой-то степени удобно, но голос передают хуже, чем вынесенные отдельной стрелой. На втором месте стоит HyperX Cloud Stinger 2 Co. Тут уже полноценный гибкий микрофон с хорошим качеством передачи голоса, только нужно настроить относительно рта. Еще он отключается поднятием, что тоже удобно. Неплохо обрабатывает шум, записывая только ваш голос, убирая фоновые звуки и взрывные согласные. Конечно, для записи видео или стриминга такого качества все равно еще недостаточно, но для общения с тиммейтами по voice-чату, чтобы все было хорошо слышно, его хватит. Звучат наушники тоже хорошо. Тут HyperX расширили частотный диапазон от 10 Гц до 25 тысяч, добавив деталей и глубины. Прикрутили поддержку объемного DTS звучания, которое еще нужно будет активировать. Ну и в целом по всем уровням частот наушники показали хорошие цифры на тестах. Низких хватает, чтобы создавать объемное звучание, но умеренное, не так, чтобы аж по голове стучало. Средние насыщенные выводят вокал и ведущие инструменты на передний план. Высокие тоже не отстают и создают чистое звучание, только не на максимальной громкости. А вот шумоизоляция слабенькая, но играть в наушниках действительно приятно, особенно после каких-нибудь ультрабюджетных Defender или Bloody. Да, такой навязчивой RGB подсветки и игровой внешки тут нет, но не сильно-то и нужно. Главное, чтобы сделаны были из хоть бы немного качественных материалов. И в этом плане особого прорыва в бюджетном сегменте можно не ждать. Пластик и пластик, кожзам и кожзам, спасибо, что не облезает и не выгорает через полгода. А первое место уходит к Razer Black Shark V2X. Не сказать, что они кардинально выделяются на фоне остальных, но в своей категории точно заслуживают внимания, хотя бы из-за цены. Лишние процентов 15 при желании сэкономить можно, при этом не особо потеряв в качестве. Подключение также через мини-джек без всяких проводных технологий. Это все равно дает подключиться ко всем платформам, и к ПК, и к ноутбуку, и к плойке с Xbox, и к Nintendo Switch. Да, грубо говоря, сидя на привязи, но если уж совсем такое не переносите, еще раз посмотрите в сторону беспроводных Logitech. Динамики у Razer четко разделяют низкие, средние и высокие частоты, не превращая все в звуковое месиво. Плюс виртуальная 7.1 создает хорошую, объемную сцену, достаточную для гейминга. Для музыки, конечно, такого маловато, но смотреть видео, сериалы, играть и фоном слушать музыку во время работы хватит. А шумоподавление? Пассивное, но работает неплохо благодаря плотно прилегающим амбушюрам из мягкой эко-кожи, совмещенной с дышащей тканью.
Уши потеют, да, желательно перерывы делать каждые пару часов. Но в тканевых амбушюрах шумоизоляция была бы хуже, так что придется идти на компромисс. Оголовье стандартное, мягкое, регулируемое, но без излишеств. Это не премиальная кожа или что-то ультракомфортное, а легкий вариант для среднестатистического пользователя. Качество материалов при этом такое, чтобы наушники до 5000 рублей смогли прослужить настолько долго, насколько это возможно. За год они не выцветают, не трескаются, не лопаются без причины, поэтому если бережно относиться или хотя бы не швырять об пол, прослужит свои годы, пока не придет время купить наушники покруче. Вот такие сбалансированные получились Razer Black Shark V2X. И звучание проработанное, и эргономика продуманная, и материалы достойные, и стоят недорого. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.